Что если Стоунхендж — это не самое загадочное сооружение на Земле, а лишь его наземная копия? В 1999 группа дайверов в озере Мичиган опустилась на глубину 12 метров и обнаружила идеально выровненный круг из монолитных камней. Точь-в-точь, как в Англии, только под водой. Один из камней нес на себе выгравированное изображение мастодонта, животного, вымершего 10 тысяч лет назад. Ученые, получив снимки, отказывались верить своим глазам. А когда дайверы вернулись, чтобы рассмотреть находку ближе, они всплыли в панике, так и не объяснив, что именно увидели. Это не единственный подводный мегалит на планете. По всему миру на дне морей и озер скрыты конструкции, которые переписывают все, что мы знали об истории человечества. Озеро Мичиган. Август 1999. Профессор Марк Холли из университета Трэверс-Сити опускал гидролокатор на дно для обычного картографирования рельефа. На экране появилась аномалия. Идеально круглое образование диаметром около 30 метров. Холли решил, что это артефакт оборудования. Через 3 недели он вернулся с командой дайверов. На глубине 12 метров они увидели камни. Не просто камни, так и вертикально стоящие гранитные монолиты, расставленные по окружности с точностью, которую невозможно объяснить случайным природным процессом. Некоторые достигали 2 метров в высоту. Один камень лежал отдельно от круга, и именно на нем дайверы заметили гравировку. Силуэт животного с длинным хоботом и изогнутыми бивнями. Мастодонт. Вид, полностью исчезнувший с территории Северной Америки около 10 тысяч лет назад. Это означало одно. Кто бы ни создал этот круг, он жил до того, как уровень воды в Мичигане поднялся до нынешней отметки. 10 тысяч лет назад здесь была суша. Люди стояли на этом месте, обрабатывали камень и изображали животных, которых видели живыми. Холли не публиковал данные 7 лет. Он боялся, что его поднимут на смех. Когда в 2007-м информация все же просочилась в прессу, реакция научного сообщества оказалась именно такой, какой он и опасался. Скептики объясняли находку ледниковыми отложениями, случайным нагромождением пород. Но ни один геолог не смог объяснить гравировку мастодонта. Пока Холли разбирался с критиками в Мичигане, на другом конце планеты происходило нечто похожее. Побережье Японии, префектура Окинава, 87-й год 20 века. Инструктор по дайвингу Кихачиро Аратаки нырял в знакомом месте у острова Йонагуни, когда под ним открылся уступ. Неприродный скальный выход. Прямые углы, ровные платформы, параллельные канавы, прорезанные в камне. Он всплыл и немедленно вернулся с камерой. То, что он снял, вызвало споры, не утихающие до сих пор. Подводный монумент Йонагуни. Ступенчатая пирамида высотой 27 метров и шириной около 150 метров. Возраст породы не от 8 до 12 тысяч лет. В тот период Йонагуни был частью континентального шельфа, соединявшего Японию с Тайванем и Китаем. Потом уровень океана поднялся, и пирамида ушла под воду. Японский геолог Масааки Кимура провел у Йонагуни более 150 погружений. Он задокументировал дороги, арки, колонны и то, что выглядит как трибуны. Ступенчатые выемки, будто предназначенные для сидения. Один объект напоминает черепаху длиной около 2 метров, высеченную из цельного блока. Другой — человеческое лицо. Кимура назвал весь комплекс останками затонувшего континента и отнес его к неизвестной цивилизации, существовавшей до окончания ледникового периода. Его оппоненты настаивают на природном происхождении структур. Аргумент. Порода у Йонагуни слоистая и легко раскалывается под прямыми углами сама по себе. Кимура отвечает: природа не создает параллельных дорог, природа не вырезает лица в скалах, и природа не строит лестниц. Пока ученые спорили о Японии, рыбаки у берегов Кубы рассказывали странные истории. Они говорили о белых тенях на дне, в месте, где глубина превышала 600 метров. В 2001-м канадская компания, прокладывавшая трубопровод, опустила камеру на дно Мексиканского залива близ Гаваны. Оператор увидел геометрические структуры, покрывавшие площадь в несколько квадратных километров. Пирамиды. Правильные, симметричные, с четкими гранями. Исследовательница Полина Зеликовски заявила, что это может быть затонувший город возрастом от 6 до 8 тысяч лет. Потом финансирование экспедиции внезапно прекратилось. Официального отчета так и не появилось. Но история с кубинскими структурами не закончилась на обрезанном финансировании. Зеликовски сохранила видеозаписи. На них отчетливо видны объекты с плоскими верхушками и наклонными гранями, расположенные в строгом порядке. Один из объектов имеет отверстие в верхней части, точно по центру. Местные дайверы, которые позже самостоятельно добрались до этого района, описывали ощущение, будто плывешь над городом. Улицы, кварталы, площади — все это на глубине, куда без специального оборудования не добраться. Совсем другая история разворачивалась в Средиземном море. У берегов Сицилии в 20 морских милях от города Мазара-дель-Валло на глубине около 40 метров в 2015-м был обнаружен монолит длиной 12 метров. Он лежал на дне, расколотый на 2 части. Геологический анализ показал: камень не местный.
Его происхождение отследили до выхода породы на берегу, находящегося в нескольких километрах. Кто-то добыл этот блок на суше, обработал его. В монолите просверлены 3 сквозных отверстия правильной формы и каким-то образом транспортировал к месту, которое 9000 лет назад было сушей. Тогда уровень Средиземного моря был на 100 метров ниже нынешнего. Это не просто камень. Это инженерный объект, созданный людьми, о которых мы ничего не знаем. Исследователи из Болонского университета, опубликовавшие данные в журнале научных открытий, назвали находку свидетельством существования развитой мегалитической культуры в Центральном Средиземноморье задолго до Египта и Шумера. Пресса подхватила заголовок на один день. Потом тема исчезла. Индия. Побережье штата Гуджарат, 2001 год. Национальный институт океанографии проводил плановое исследование дна Камбейского залива. Гидролокатор зафиксировал правильные геометрические структуры на глубине 36 метров. Когда водолазы подняли со дна образцы, среди них оказались деревянные фрагменты, зубы человека и керамика. Радиоуглеродный анализ дал результат. 9500 лет. Старше Мохенджо-Даро почти на 5000 лет. Старше любого известного города на территории Индии. Министерство культуры Индии объявило о находке официально. Несколько месяцев шли разговоры о масштабных раскопках. Потом все затихло. Финансирование не выделили. Повторных экспедиций не было. Деревянные фрагменты и зубы хранятся в запасниках института, и к ним почти никто не возвращался. Но именно тогда, когда кажется, что все подобные истории заканчиваются одинаково, тишиной и забытыми архивами, случается что-то, что ломает этот шаблон. Греция, 2015, остров Антикитира. Те же воды, где в начале 20 века был найден знаменитый механизм Антикиторы, древнейший вычислительный прибор. Группа дайверов из международного проекта «Возвращение к Антикитире» обследовала дно рядом с местом крушения античного корабля. Они нашли бронзовую руку, отдельно бронзовую ногу, и фрагмент, который после очистки оказался частью человеческого черепа, с сохранившимися зубами и костью внутреннего уха. Это были останки человека, пролежавшего на дне 2000 лет. Первый случай, когда от жертвы античного кораблекрушения сохранились биологические материалы. Команда замолчала на несколько часов после подъема находки. Один из дайверов позже рассказал в интервью, когда держишь в руках череп человека, смотревшего на те же звезды 2000 лет назад, что-то внутри переключается. Ты перестаешь воспринимать историю как абстракцию. Именно это чувство, резкое физическое столкновение с прошлым, и есть то, что объединяет всех, кто когда-либо опускался к этим структурам. Не восторг открытия, а что-то похожее на страх. Страх под водой работает иначе, чем на суше. На суше можно убежать. Под водой паника убивает, она заставляет дышать быстрее, расходовать воздух, принимать неверные решения. Опытные дайверы знают это и годами тренируют контроль над реакциями. Именно поэтому, когда профессиональные сертифицированные водолазы всплывают в панике, это само по себе является фактом, требующим объяснения. Март 2009. Египет, Красное море, район Дахаб. Группа из 5 дайверов спускалась в голубую дыру, вертикальную подводную пещеру глубиной 160 метров, известную как одно из самых опасных мест для дайвинга в мире. Они шли вдоль стены на глубине 50 метров, когда один из участников группы, инструктор с 12-летним стажем, резко остановился и указал в сторону от стены, в открытую воду. Остальные посветили фонарями в том направлении. Через несколько секунд вся группа начала подъем. Не плановый, экстренный. Они нарушили все правила декомпрессии и вышли на поверхность за 4 минуты вместо положенных 20. Двое получили кессонную болезнь. Их госпитализировали. Инструктор провел в барокамере 8 часов. Когда его спросили, что он увидел, он ответил, что в темноте что-то двигалось. Не рыба. Не течение, что-то большое, державшееся строго на одном расстоянии от группы. Когда они светили фонарями, оно отступало ровно настолько, чтобы оставаться за границей видимости. Официальный отчет египетских властей зафиксировал инцидент как паническую реакцию вследствие азотного наркоза. Сам инструктор с этой формулировкой не согласился. Азотный наркоз не поражает 5 одновременно и не заставляет их всех смотреть в одну точку. Но не все случаи паники под водой связаны с живыми существами. Иногда причиной становится то, что лежит неподвижно. Балтийское море. Июнь 2011. Шведская команда охотников за сокровищами Ocean X Team опускала камеру с борта судна между Швецией и Финляндией. Гидролокатор показал объект на глубине 87 метров. Идеальный круг диаметром 60 метров с ровными краями и чем-то похожим на лестницу или пандус, ведущий вниз. Когда один из членов команды, Питер Линдберг, впервые увидел изображение на экране, он сказал одну фразу: «Это либо метеорит, либо что-то, о чем нам лучше не знать».
Команда вернулась с дайверами в августе того же года. На подходе к объекту отказала вся электроника. Камеры, спутниковые телефоны, часть навигационного оборудования. Заработало все снова, как только лодка отошла от объекта на 200 метров. Дайверы все же спустились. Они описали структуру как круглую платформу с вертикальными стенками высотой 3-4 метра. Поверхность покрыта чем-то похожим на сажу или авокалину. По краю платформы тянутся параллельные борозды, уходящие в одном направлении, как следы от полозьев. Один из дайверов взял образец материала со стенки. Анализ показал, что это вулканическая порода, да? Но в Балтийском море нет и никогда не было вулканической активности. Геологи объяснили находку ледниковыми отложениями. Скептики указывали на естественные процессы формирования горных пород, но ни один из них не объяснил, почему электроника отказывала каждый раз при приближении к объекту. Команда Ocean X зафиксировала это явление в 7 отдельных погружениях. Именно эта деталь, повторяемость, и отличает случайный сбой от закономерности. 7 раз. Один или тот же радиус, одно и то же оборудование, разные дни. И пока в Балтике спорили об аномалиях электроники, в Тихом океане дайверы сталкивались с тем, что не поддавалось никаким объяснениям вообще. Тихий океан, Микронезия, остров Помпеи. Здесь прямо в лагуне, частично под водой, стоит Нан-Мадол. Город, построенный на 92 искусственных островах из базальтовых колонн. Каждая колонна весит от 5 до 50 тонн. Всего в строительстве использовано около 750 тысяч тонн камня. Ближайший источник базальта нужного типа находится на другом конце острова. Как строители перемещали эти блоки, неизвестно. Местные легенды говорят, что камни летели по воздуху. Датировка строительства около 1700 лет назад. Но геологический анализ фундаментов, уходящих под воду, дает цифры значительно более древние. До 8000 лет. Дайверы, обследовавшие подводную часть Нан-Мадола, фиксировали структуры, уходящие на глубину до 30 метров. Правильные кладки, коридоры, замурованные входы. Один японский дайвер в 93-м снял на камеру то, что выглядело как сводчатый проход в стене под водой. Когда он попытался приблизиться, почувствовал резкое встречное течение, хотя по всем данным в этом месте течений не было. Он вернулся на следующий день с 2 партнерами. Течение было снова, точно у входа, нигде больше. Они не вошли. Другой случай произошел значительно восточнее. У берегов острова Яб в 2014-м. Группа американских дайверов исследовала риф, когда на глубине 28 метров наткнулась на каменные диски. Не один, несколько десятков. Идеально круглые, с отверстием по центру диаметром от полуметра до 1,5 метров. Местные жители острова Яб использовали точно такие диски, как валюту. Это известный факт. Но эти экземпляры лежали на дне в месте, где никаких исторических поселений зафиксировано не было. Самая странная часть дисков стояла вертикально, опираясь на риф, будто их намеренно установили именно так. Течение не могло их так расположить. Они стояли устойчиво, явно закрепленные. Но самая тревожащая находка в Тихом океане связана не с камнями. 2012 год. Австралия, Квинсленд, Большой барьерный риф. Морской биолог Джулия Коуп погружалась в одиночку. Нарушение правил, которое она позже назвала самой большой ошибкой своей жизни. На глубине 18 метров она увидела прямоугольный объект, покрытый кораллами. Размер примерно 2 на 3 метра. Она начала расчищать поверхность руками. Под кораллами оказался металл. Не проржавевший, не разрушенный, тускло-серый, однородный, без швов и заклепок. Она провела по поверхности рукой. Металл был теплым. Не комнатной температуры, а именно теплым, заметно теплее окружающей воды. Коуп всплыла, вернулась на лодку и записала координаты. На следующий день она пришла с коллегой. Объект был на месте. Коллега тоже потрогал поверхность и подтвердил. Теплый. Они взяли скребок и попытались отделить фрагмент. Инструмент скользил по поверхности, не оставляя царапин. Коуп отправила координаты и описание в Австралийский институт морских наук. Через 3 недели в ОСТСК ей ответили, что по указанным координатам ничего не обнаружено. Она вернулась сама. Объект исчез. Кораллы на том месте выглядели нетронутыми, как будто там всегда было пусто. Исчезновение объекта она объяснить не могла. Координаты были точными. Она проверяла трижды. Коллега подтвердил местоположение. Институт либо не нашел, либо не захотел найти. Именно такие истории, с внезапным исчезновением объектов и официальными ответами ничего не обнаружено, повторяются слишком часто, чтобы быть простыми совпадениями. И каждый раз за ними стоят конкретные люди с конкретными координатами, которые почему-то перестают работать. Камни не исчезают. В этом их принципиальное отличие от металлических объектов с теплой поверхностью и точными координатами, которые вдруг оказываются пустым местом. Камни остаются. И именно поэтому они накапливают вопросы, на которые у науки до сих пор нет ответов. Северное море, побережье Великобритании. В 2018 году шторм обнажил участок морского дна у берегов Норфолка. Рыбаки, вышедшие после шторма, увидели в воде темные столбы. Когда вода отошла достаточно, стало видно, это деревянные сваи, уходящие в ряд, уходящие в море.
Археологи идентифицировали их как остатки настила возрастом около 7000 лет. Но не это стало главной находкой. Рядом со сваями лежал перевернутый пень огромного дерева диаметром около 4 метров. Вокруг него в правильном порядке были расставлены 24 деревянных столба. Структура получила название Сихендж, деревянный Стоунхендж, под водой, возрастом 7000 лет. Для чего он был построен, неизвестно. Перевернутый пень мог служить алтарем, мог быть помостом. Мог быть частью ритуала погребения. Ни одна из версий не подтверждена полностью. Известно одно. Люди, построившие это, жили здесь, когда Северное море было сушей. Они срубили огромное дерево, перевернули его корнями вверх и окружили столбами. Потом море поднялось и накрыло их работу на 7000 лет. Совсем другой масштаб у берегов Мальты. Остров и без того знаменит мегалитическими храмами, старейшими наземными сооружениями в мире. Но в 1988-м дайвер Антон Мифсуд обнаружил на дне у южного побережья острова нечто, что заставило переосмыслить даже эти храмы. На глубине 8 метров он увидел правильные каменные блоки, образующие структуры, идентичные наземным мальтийским храмам. Те же пропорции, тот же тип кладки, те же закругленные апсиды. Возраст наземных храмов от 5 до 6 тысяч лет. Подводные структуры, судя по уровню моря, в период их строительства старше как минимум на 2-3 тысячи лет. Мифсуд опубликовал данные. Мальтийское управление по охране наследия провело проверку. Официальный вывод – естественные геологические образования. Мифсуд возражал, указывая на идентичность пропорций наземным храмам. Его возражения приняли к сведению и больше к теме не возвращались. Израиль, Галилейское море, 2003 год. Со дна озера водолазы подняли информацию о конической структуре диаметром 70 метров и высотой 10 метров, сложенной из необработанных базальтовых камней. Общий вес конструкции около 37 тысяч тонн. Она стоит на дне озера в районе древнего города Бетсайда. Возраст предположительно от 2 до 4 тысяч лет. Но никаких письменных упоминаний о подобном сооружении в исторических источниках нет. Ни в Библии, ни в трудах Иосифа Флавия, подробно описывавшего Галилею. Конус просто стоит на дне, и о нем никто никогда не писал. Профессор Шмуэль Маркос из университета Хайфы, опубликовавший исследование в журнале Международного исследования водного транспорта, предположил, что это причальное сооружение или основание башни. Коллеги предложили версию о ритуальном значении. Единственное, в чем сошлись все, построить такое вручную крайне сложно. 37 тысяч тонн камня, уложенных в правильный конус, требует организации труда сотен людей на протяжении длительного времени. Шотландия, Оркнейские острова, 2019. Во время отлива в заливе Скара-Брей, том самом, где в 20 веке откопали неолитическую деревню возрастом 5000 лет, обнажились каменные блоки, уходящие в море. Геофизическое сканирование показало, что под водой продолжается та же структура, что и на суше. Деревня не заканчивается у берега, она уходит под воду еще как минимум на 200 метров. Та часть поселения, что скрыта под водой, может быть старше наземной на 1000 лет. Каждая из этих находок существует отдельно, в разных морях, в разных странах, в разных научных журналах. Но все они указывают в одну сторону. Человечество строило значительно раньше, чем принято считать. И большая часть из этих построек сейчас находится под водой. Там, куда поднялся океан в конце последнего ледникового периода. То, что мы называем началом цивилизации, может быть лишь ее продолжением. Замешательство ученых в таких случаях имеет конкретную причину, не мистическую, бюрократическую. Подводная археология стоит в 10 раз дороже наземной. Одно погружение исследовательской группы с оборудованием обходится в суммы, которые большинство университетов не могут выделить на весь сезон раскопок. Поэтому находки документируют, публикуют краткий отчет и оставляют лежать на дне, буквально. Но иногда деньги находятся, и тогда результаты оказываются настолько неудобными, что проще замолчать, чем объяснять. Индийский океан, Шри-Ланка, 2011. Национальный фонд аквакультуры финансировал картографирование прибрежного дна для рыболовных нужд. Оператор гидролокатора в какой-то момент остановил съемку и позвал руководителя экспедиции. На экране была стена, прямая, ровная, уходящая на несколько сотен метров. Глубина 23 метра. Водолазы подтвердили. Каменная кладка, блоки подогнаны друг к другу без раствора. Протяженность стены, по предварительным данным, составила около 900 метров. Возраст по косвенным признакам не менее 5000 лет. Отчет лег в архив рыболовного ведомства. Там он находится до сих пор. Черноморское побережье Болгарии, 2012. Болгарское национальное радио сообщило о находке в акватории Созополя. Якоря, амфоры и фрагменты деревянных конструкций возрастом около 6000 лет. Но главным был не этот груз. Главным был факт, установленный еще в конце 90-х американскими исследователями Робертом Баллером и Фредериком Хессеном. Они обнаружили на дне Черного моря на глубине около 100 метров остатки строений. Деревянные балки, тесанные камни, предметы обихода и слой раковин пресноводных моллюсков, резко сменяющийся
слоем морских. Граница между слоями датируется 5500 годами назад. Именно тогда, согласно геологическим данным, Средиземное море прорвало естественную дамбу на месте нынешнего Босфора и хлынуло в пресноводное озеро, которым тогда было Черное море. Уровень воды поднялся на 150 метров за период от нескольких месяцев до нескольких лет. Все, что стояло на берегах этого озера, ушло под воду. Баллард назвал это крупнейшим локальным потопом в истории человечества и предположил связь с библейским преданием о Ное. Научное сообщество отнеслось к этой версии холодно, но находки на дне никуда не делись. Совсем другой случай. Мексика, полуостров Юкатан. Система подземных рек Сакактун. Это крупнейшая в мире затопленная пещерная система протяженностью более 340 километров. В 2018-м мексиканские археологи обнаружили внутри нее следы присутствия людей. Кости, инструменты, следы костров. Возраст от 9 до 12 тысяч лет. Пещеры были затоплены морем около 8 тысяч лет назад. Это означает, что люди жили и перемещались внутри этих туннелей, когда те еще были сухими. Общая площадь системы превышает площадь многих современных городов. В одном из залов нашли полный скелет человека возрастом 13 тысяч лет, одни из древнейших останков на территории Америки. Рядом лежали кости вымерших животных. Судя по расположению, человек зашел в пещеру, не смог выйти и умер там. Или зашел намеренно. Но самый необъяснимый случай научного замешательства произошел не под водой, а на ее границе. Персидский залив, 2008. Геологи из Великобритании и ОАЭ опубликовали исследование, согласно которому весь Персидский залив до 5-8 тысяч лет назад был сушей, плодородной речной долиной, питаемой реками Тигр и Ефрат. Они назвали ее Персидский речной оазис и предположили, что здесь проживало от 100 тысяч до нескольких сотен тысяч человек. Потом уровень океана поднялся, и долина затопила за несколько тысяч лет. Вся эта территория сейчас находится под водой глубиной от 30 до 100 метров. Никто ее систематически не исследовал. Технически это возможно. Глубины небольшие, воды теплые, видимость приемлемая. Но ни одна страна региона не выделила финансирование на поиск следов поселений. Долина, в которой могли жить сотни тысяч человек, лежит нетронутой. Ученые, опубликовавшие исследования, прямо написали в заключении: если их модель верна, на дне Персидского залива могут находиться остатки поселений, которые перепишут хронологию ближневосточной цивилизации. Эту фразу процитировали несколько изданий. Потом тема закрылась. Экспедиции не последовало. Есть одно место, о котором не пишут в научных журналах. О нем говорят только дайверы, в частных разговорах, на форумах, которые периодически исчезают. Координаты передают из рук в руки. Официально этого места не существует. Атлантический океан примерно в 120 километрах к северо-западу от Багамских островов. Глубина в этом районе резко меняется. От нескольких метров на отмелях до нескольких тысяч у края Багамской банки. Именно на краю этого обрыва, на глубине от 40 до 60 метров, несколько независимых групп дайверов в период с 2005 по 2021 год фиксировали одно и то же. Стены. Вертикальные каменные стены, уходящие вниз в темноту. Не отдельные блоки. Именно стены с внутренними углами, с тем, что выглядит как дверные проемы. Один из дайверов, бывший военный водолаз с 20-летним стажем, описал это так. Он плыл вдоль стены около 3 минут, прежде чем она закончилась углом. За углом была другая стена. Он понял, что находится снаружи здания, большого здания. Он не стал выяснять, насколько большого. Развернулся и пошел на подъем. Этот район находится в зоне, которую береговая охрана США периодически закрывает для гражданского судоходства без объяснения причин. Местные лодочники знают об этих закрытиях. Они случаются несколько раз в год, обычно на срок от 3 до 7 дней. Во время закрытия в районе появляются суда без опознавательных знаков. Что они делают, никто не знает. После их ухода зона снова открывается. Дайвер, рассказавший историю со стеной, попытался вернуться через 2 недели. Его лодку остановило патрульное судно береговой охраны за 4 километра до нужной точки. Ему сообщили, что район временно закрыт. Никаких документов, объясняющих причину, предъявлено не было. Но есть задокументированный случай, который не требует анонимных свидетелей. 1968 год. Пилот и исследователь Роберт Браш и дайвер Жак Майоль, тот самый, чья жизнь легла в основу фильма «Голубая бездна», обследовали дно у острова Бимини на Багамах. На глубине 6 метров они обнаружили дорогу. Не отдельные камни. Именно дорогу. 2 параллельных ряда огромных прямоугольных блоков, уходящих в море на расстояние около 800 метров. Блоки размером до 5 метров в длину, подогнанные друг к другу с минимальными зазорами. Структуру назвали Бимини Роуд, дорога Бимини. Геологи объявили ее природным образованием. Слоистый известняк, растрескавшийся по прямым линиям.
Но в 2006 исследовательская группа под руководством геолога Уильяма Донато провела детальный анализ и установила, под видимыми блоками есть второй слой. Блоки нижнего ряда ориентированы иначе, чем верхнего. Природный процесс не создает двойных слоев с разной ориентацией. Это кладка, два слоя, намеренно уложенных один на другой. Донато также установил, что дорога является частью большей структуры. Гидролокационное сканирование выявило продолжение под слоем песка. Еще несколько параллельных рядов, уходящих в разные стороны. Не дорога, фундамент. Площадь предполагаемой структуры под песком составляет несколько гектаров. Радиоуглеродный анализ органического материала, найденного между блоками, дал возраст около 10 тысяч лет. Это совпадает с периодом, когда Багамская банка была сушей, большим островом, ушедшим под воду с поднятием уровня океана после окончания ледникового периода. В 2019-м частная экспедиция попыталась провести более глубокое сканирование района Бимини. Разрешение на исследование было отозвано багамскими властями за 3 дня до начала экспедиции. Официальная причина – административные процедуры. Экспедиция была перенесена, потом перенесена снова. Потом ее организатор публично заявил, что продолжать попытки получить разрешение бессмысленно. Дорога Бимини лежит на глубине 6 метров. Это мелководье, доступное любому дайверу с базовым сертификатом. Ее можно изучать, ее не изучают. Именно это молчание, да, не отсутствие находок, а отсутствие исследований там, где находки уже сделаны, и является самым тревожащим фактом во всей этой истории. Вернемся к началу. Озеро Мичиган, 1999. Профессор Холли нашел круг из камней с гравировкой мастодонта. Он молчал 7 лет. Когда заговорил, его не услышали. Структура до сих пор лежит на дне на глубине 12 метров. За 25 лет к ней не было организовано ни одной официальной археологической экспедиции. Это и есть ответ на вопрос, который висит над всеми этими историями. Не что там на дне, а почему туда не идут. Мы исследовали менее 20% дна Мирового океана. Эта цифра звучит абстрактно, пока не переводишь ее в площадь. Неисследованные 80% — это 320 миллионов квадратных километров. Для сравнения, вся поверхность суши на Земле составляет около 150 миллионов квадратных километров. Мы не знаем, что находится на площади, вдвое превышающей всю сушу планеты. При этом известно точно: 20 тысяч лет назад уровень Мирового океана был на 130 метров ниже нынешнего. Весь этот объем воды был заморожен в ледниках. Когда ледники начали таять примерно 18 тысяч лет назад, береговые линии по всему миру сдвигались на десятки, а местами на сотни километров. Территории, где жили люди, уходили под воду. Не мгновенно, постепенно, на протяжении нескольких тысяч лет, но неотвратимо. Все места, где древние люди предпочитали селиться, речные долины, прибрежные равнины, удобные бухты, сейчас находятся под водой. Это не гипотеза, это геологический факт. Если люди жили на этих территориях, а они жили, потому что именно такие места всегда привлекали поселенцев, их следы сейчас на дне океана. Британский исследователь Грэм Хэнкок посвятил этой теме 20 лет работы и несколько книг. Его центральный тезис прост: мы ищем истоки цивилизации на суше, потому что копать на суше дешево и удобно. Но истоки могут лежать там, куда поднялся океан. Академическое сообщество относится к Хэнкоку с раздражением. Однако конкретные находки — Йонагуни, Бимини, Камбейский залив, Сицилийский монолит, Мичиганский круг — он не придумал. Они существуют, их задокументировали профессиональные ученые. В 2022-м Стэнфордский университет опубликовал исследование, в котором прямо указывалось: систематическое картографирование затопленных территорий континентального шельфа с глубиной до 100 метров могло бы радикально изменить наше понимание предыстории человечества. Стоимость такого картографирования с использованием современных автономных подводных аппаратов оценивалась в несколько миллиардов долларов. Для сравнения, один современный авианосец стоит от 13 до 17 миллиардов. Денег на картографирование не выделили. Дайверы, которые в панике всплыли с глубины голубой дыры в Дахабе, так и не дали полного объяснения увиденному. Вот вам и подводные загадки. Если вам интересно, какие еще тайны скрывает океан и что ждет в затопленных городах, загляните на наш сайт wideori.com. Там много увлекательных историй и статей. Ссылка, как всегда, в описании. Инструктор с 12-летним стажем сказал только одно: под водой есть вещи, которые не укладываются в то, чему нас учили. Это не мистика. Это наблюдение человека, который провел под водой тысячи часов и умеет отличать известное от неизвестного. Неизвестного на дне океана значительно больше, чем принято признавать. Круг из камней в озере Мичиган с выгравированным мастодонтом — не аномалия и не загадка природы. Это послание от людей, живших здесь 10 тысяч лет назад, смотревших на тех же животных и обрабатывавших тот же камень. Они не знали, что море поднимется и накроет их работу. Они просто делали то, что умели. Мы нашли это послание и положили его обратно на дно.